Всем привет, с вами Фред. Сегодня продолжаем проходить Long Dark. Вот. В прошлой серии остановились на вот этом моменте. Что у нас по заданиям? Проверим. Так. Проберитесь на заброшенную дамбу. А тут что? Поймать рыбы. Ну это дополнительное задание, в принципе, может потом выполнить как-нибудь к концу главы. Так, вот этот домик, так сказать, вроде облутали. Сейчас пойдем на дамбу. Хотя нет, сейчас посмотрим в округе еще что есть. Что-то как-то подлагивает немножко игра, но я думаю нормально. А хотя не, все вроде нормально. Это просто, наверное, локация прогружалась. That's not the right way. Так, туда мы пойти не можем. Наверное, из-за того, что нам сначала выполнить надо задание. Так, ну нам же, по идее, вот сюда. На дамбу. Сейчас пойдем. Так, ворота. Замочек зелененький. Я же ключ нашел. Ну, вот так зашли. Ой-ё, медведь. Закрывай. Ты чё ты орёшь? Закрывай быстрее. Так, значит, с медведем встретились. Чё, мы назад можем? Unfinished Назад. business with the bear, he said. Незаконченное дело с медведем. Эти ящики, да, эти ящики ломаются. Damn. Но ломать мы не будем. Ой-ё, а когда мы замерзнуть успели? Что тут есть? Сейчас посмотрю, что тут есть, и вернусь. В общем, я тут ничего не нашел, так что пойдем на дамбу. Точнее, в дамбу зайдем. Ну, медведь, конечно, огромный. Hello? Anyone here? Так, а чё фонарик не загорается? Я ж его держу в руке. Я его что, зажать не могу? Вроде спички есть. А чё, не работает? Короче, я его почему-то просто не выбрал. Хотя я вроде на него тыкал. Пусто. Ну, везде пусто, как обычно. Или какая-нибудь ерунда попадется. I better hang on to Кофейку this. бахнем. Фонарь, сколько тут прочности? 76. А на нашем? Сколько на нашем? Тоже 76. Сейчас облутаем все. Да, конечно, я нагружен капец. Ну, точнее, не я, а персонаж. This stuff will come in handy. Оба, нифига что нашел. Огниво. Или огнево. Не знаю, как правильно.
Металлический инструмент для розжига огня. 32% остался запас прочности. И 100 грамм весит. А тут еще и в кабинке туалетах турпак. С аптечкой первой помощи. Ага, ключик от кабинета администратора. Зайдем туда. Нифига себе. Аптечка первой... в аптечке первой помощи сигнальный Never know when I пистолет. might need to defend myself. Для чего вообще сигнальный пистолет нужен? Типа из него стрелять-то можно. Но в кого? Ну, в волков, что ли? Ну и максимум, что, ну, отпугнешь волков этих. Плакаты висят. Ящиков куча. I could use this. Еще один труп. С оружейным патроном. А ворота заблокированы. Hope nobody needs this anymore. Так, свитер это хорошо. Свитер нам пригодится, его надо только починить будет. Я его сейчас чинить не буду, потому что у меня топлива для фонаря мало. А фонарь тут очень нужен, потому что темно. Тут же... А, тут окон нету. Блин, а. Оба, тут что? Control room. Закрыто. Походу пароль надо ввести. Looks like this thing isn't opening unless I can get the power working again. Ага, нужно еще But электричество that's a problem включить. for later. I have to get those radio parts. Запчасти для... А где мы запчасти для радио найдем? Фонарик погас. Ну, точнее, это как бы не фонарик, а лампа. Какая-то масляная или что-то типа того. This stuff will come in handy. Что я нашел? С кетчупом что-то. Что это? Чипсы с кетчупом. Так, ну чипсы, я не... Сколько они там? Вроде 300 восстанавливают калорий. Но они, скорее всего, жажда у нас будет после них. Is it food or... Уже там под 40 килограмм нагружен персонаж. Так, ладно. Ну, идти тут, в принципе, все облутал вроде как. Выкинул лишнее. Теперь пойдем по лестницам. Посмотрим, что есть. Посмотрим, что внизу. Тут закрыто. Доски. А наверху что? Ага, наверху тут у нас компьютеры. О, шкаф. С Aid крестиком. station. That sounds like what the trapper needs. Ага, то есть нам нужно этот... в этом шкафчике находится лекарство для зверолова. Надо, наверное, где-то That'll ключ come in найти. handy. А вот почему мы не можем просто взять и дать ему обычных каких-нибудь там своих таблеток? У нас и так их много, и девать, в принципе, некуда. Надо будет всю одежду лишнюю переработать в ткань. Так, я нашел эти детали для передатчика. А что, он только одну детальку взял?
Так, ладно, тут есть металлолом. Ящик. Could end up being useful. Еще один набор для шитья. Так, газировку брать не будем. Потому что и так уже еды много, ее девать просто некуда. Я вон уже бежать даже не могу. Винтовку эту еще нам дали. Которая весит тоже немало. Целых 4 кило. Еды навалом. Хоть бери другим отдавай. Так, у меня скоро масло закончится, еще вообще классно. Так, а это что за дверь, которую я могу открыть? А, это может дверь этого... администрации. Ключ я для нее как раз таки вот нашел. Тут есть лифт. Не работает. Не работает, возможно, пока что. Ну вот, у меня закончилось топливо. У меня есть сигнальные эти факела. Во! Видно, офигенно. Правда, красненькая. Мне нужно где-то найти ключик. Ага, есть охотничье укрытие. Где-то там. Тайник можем найти. Ну, тайник мы обязательно найдем. I think I can use this. В тайнике может быть что-нибудь очень полезное, чего у нас нету. Так, поднимаемся еще выше. А тут тоже дверь. Закрытая, скорее всего, да? Да, закрытая. Значит, вниз. Так, я решил еще один раз обыскать кабинет администрации и нашел тут ключ, кстати. И записку. Код к лифтовой. Ага. Так, это мы забрали. Что тут еще есть в ящиках? Так, ну тут больше ничего нету. А, сейф! Я сейф пропустил. Где он? Его... Так, сейчас взломаем. Какой тут пароль? Аккуратненько, аккуратненько. Оба. Один есть. Где-то возле 15. Надо запомнить на всякий случай, если собьемся. Двадцать. А следующий где? Оба, все. Взломали. This'll come in handy. Банкноты, банкноты. Факельная ракета. Вот, патроны. Шприц первой помощи. Да. Если честно, ерунда полная. Могли бы что-нибудь получше положить. Так, код к лифтовой. Это, наверное, не здесь. Спички тухнут очень быстро. Так, я выбрал там. Сейчас откроем шкаф. Заберем аптечку. И уже пойдем к Сверлову.
Ага. Так, она весит 0 килограмм. Это Industrial strength хорошо. antibiotics and very strong painkillers. Очень мощное Dangerous. обезболивающее. You can get hooked on this stuff. Let's hope we Может don't need it. вызвать зависимость? Обезболивающее? Это вообще это как? Так, ладно, сейчас к Зверлову пойду. Так, вот почти дошел к Зверлову. Отлично. Сейчас отдадим ему лекарство. Oh, shit. Oh, that's smart. Take it easy. You're pretty banged up. You're probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Ah, damn it! Well, parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us or starve us out. I gotta lay down. Help me back to the bed. Так, мы его можем спросить тут. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s. But then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Can you tell me anything about where we are?
Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. I sure do. So, no other people living out here? You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. What's this unfinished business between you and the bear? Ah, me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what? Each other's blood, mostly. Some proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. You won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit Nothing Town, north part of the island? Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. What do you mean the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No, not spooked, but changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears.
but I've never encountered anything quite like him. Special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge, the old ways. What do you have in mind? There's an old story, local legend maybe, about one of the original settlers of this place. Spence. The story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're going to survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Ну, вот такой вот длинный диалог был.
Что тут есть? А, это мы взять не можем. Да, рюкзак, конечно, набит. Сейчас выкладывать все надо. Так, вроде все выложил лишнее. Ага, нам нужно забрать копье. Чтобы добраться до этого копья, нам нужно перейти сюда. Дальше. И по идее вот здесь. Ай-ё, нифига себе до него топать. Конечно, идти до него очень далеко. Сколько тут просушилось? 38%. Котелок стоит. Так, ну, наверное, на этом моменте закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Встретимся в следующем видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.